Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Если вы нуждаетесь в искренних, добрых, честных словах поддержки, вы попали на нужный канал. Я всем этим щедро делюсь. Добро пожаловать. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Тайный код его нежности. Кто ищет предлог, чтобы просто прикоснуться к тебе словом? Слова – это лишь одежда для чувств. И иногда эта одежда слишком тесна для той нежности, которую мужчина к вам испытывает. Кто-то прямо сейчас смотрит на ваше имя в списке контактов и не решается набрать сообщение. Для него прикоснуться к вам словом – это единственный способ не сойти с ума от дистанции. Кто этот мастер зашифрованных посланий? И какую любовь он пытается спрятать за простым «Привет, как дела?». Давайте прочитаем то, что написано между строк. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если, девочки, резонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая вы, какая девочка пришла на расклад? Сразу мне какие-то третьи лица вылазят. Ну, сегодня мне хочется это прочесть. Хочу это прочесть, как вы можете быть очень привлекательной сама по себе, да, тут яркая муза, харизматичная, энергетически наполненная женщина, оптимистка. Внешне знаете, как подчеркнуть свои достоинства, сделать акцент на них. Знаете, женские хитрости, опять-таки, что там подкорректировать, на чем опять-таки акцент этот сделать. Умеете себя преподнести, но тут мне почему-то такой нюанс. За вами наблюдает огромное количество мужских глаз, и эти мужчины не свободны. Ну, как минимум, женатики. Многие хотели бы тут, может, вы об этом не знаете, да, заполучить вас скорее как трофей даже, как, ну, в роли любовницы. Давайте так говорю прямо как есть. Какая вы. Ну, это в прошлом. Какие-то тут у кого-то любовные истории могли начинаться, может быть, окончились не начавшись, да, может, интерес какого-то мужчины несвободного. Но вот эти вот новости из прошлого периодически дают как отголоски, может быть, напоминают о себе. Вы встречаете того самого мужчину, или вам он был интересен, да, такое может быть. Сейчас, девочки, мне вот показано почему-то красивая женщина, но очень устала. У кого-то проблемы со здоровьем. У кого-то, ну, проблемы, может быть, с близкими, родными, да, у кого-то элементарно взвалили на себя очень много обязанностей, тут ответственность, тащите, может быть, этот груз ответственности, может быть, на 2-3 работах, режим сна элементарно не соблюдается, отдыха, ну, задумайтесь, тут что-то вас так видят подуставшие от этого всего. У многих устали от окружения, может, от проявления людей. Тут агрессивные, подлость, предательство, за спиной какой-то мужчина держит тут меч. То есть уже какие-то как двойные стандарты, уже не особо искреннее какое-то отношение. Но это о чем, девочки? Это скорее, ну, столкнулись вы с таким, да, вот. Ну, может, одним человеком, дай бог, чтобы это один был. Еще показывается на мне, господи, какие-то страхи вас обуревают, как накрывают периодически эти страхи. Сейчас уточню по поводу чего эти страхи. Может быть, все вместе, вот это какая-то тревожность, это вот и приводит к такому состоянию, как эмоциональное выгорание, истощение уже. Страхи чего касаются? Это ваши страхи. Борьба с кем? Что это такое? Ну, тут мне показана ваша больше как трансформация, изменения, которые с вами происходили, происходят. Давайте так, вы боретесь с этими страхами, где-то, опять-таки, пытаетесь отстоять саму себя. Но тут у меня показано как-то, знаете, может быть разочарование даже в каком-то этом окружении. Тут карта собака, друзья. Может быть, вам комфортно сейчас, более комфортно само с собой. Пришло то самое время, когда опору на саму себя нужно делать. Просто как-то все вместе, как
совпало, да, может быть, вот, когда вы уязвимы, особо уязвимы, то получается рядом мало людей, которые могут вас поддержать. Ну, у кого-то так. Ладно, о чем это еще? У кого-то прям в прямом смысле это разочарование в каком-то мужчине, в принципе, может быть, в мужчинах. Понимаете, по святой воде нужно по-другому. То ли пытаться выстраивать отношения, то ли вы ему смотрите со стороны, может быть, там, ну, радуетесь за кого-то, думаете, боже мой, ну как вот эта женщина так смогла выстроить такие отношения, где присутствует любовь, нежность, уважение. Тут больше даже как-то, знаете, вот мне такое вот со стороны, как будто бы вы говорите, я же многого не хочу, не прошу многого, мне вот тут как бы уважение, да, вот, может быть, внимание, поддержка, вот это вот. А тут я вижу как-то, ну, как будто бы вы этого не получили, и вы тут карта темница, вы как будто бы долго блуждали в каком-то таком состоянии, где, может, не давали вам желаемого, но вы готовы были на очень многое, закрывали потребности, там, может, любимого человека, близких людей, а в ответ состояние тут со связанными руками, как-то ограничения какие-то. Мне показана ваша трансформация сейчас, карта воительница. Скорее всего, из какой-то мягкой, чувственной, может, эмоционально очень уязвимой женщины вы сейчас превращаетесь в рациональную, я не буду говорить холодную, меркантильную, это вообще не об этом. Тут, скорее всего, о женщине, которая сейчас все, ну, так как-то, ну, не то, что там с иронией, сарказмом, но как-то так все смотрит критически, скажем так. Вас уже фиг обманешь, вы уже, скорее всего, все даже с полуслова понимаете, с полувзгляда, мало кого к себе подпускаете. И тут по воительнице с интеллектом все в порядке. Вы скорее 1000 раз подумаете, чем кого-то к себе ближе подпустите. Вот как-то так. Желание себя обезопасить. Что-то тут еще можно про друзей сказать. В друзьях может разочарование. Ну, давайте это уже с другой оперы. Какая ваша сигнификация? Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, тайный код его нежности, кто ищет предлог, чтобы просто прикоснуться к тебе словом. Итак, портрет мужчины, его страхи и желания в отношении тебя. Может быть, вы его узнаете. Портрет маслом сейчас. Следующее у нас шифр. Какие слова или темы он использует как предлог для общения? Не знаю, может, какой-то, не знаю, сказать, узкий специалист, какие-то термины там свои, терминология у него какая-то заковыристая, ладно, шучу. Истинное чувство, та самая нежность, которую он боится проявить открыто в отношении вас. Твой отклик, как твое сердце реагирует на эти касания? Чувствуешь ли ты его тепло? Может, вы вообще не знаете, не понимаете, о ком и о чем речь, а может, догадываетесь. Итак, и последняя встреча в реальности. Перерастет ли это там? У кого-то переписка, у кого-то какие-то легкие касания, встречи. Перерастет ли это в физические объятия в ближайшем будущем? Ну, на полгода смотрим. Давайте так. Ой, что-то мне 4 захотелось. Шансы хочу. Больше шансов. Так, первое у нас портрет мужчины, его страхи и желания в отношении тебя. Так, тут какие темы он использует как предлог для общения. Как пройти в библиотеку, да? Угу. Который час, каждый день в одно и то же время приходит и спрашивает. Так, та самая нежность, которую он боится проявить. И как твое сердце реагирует на эти касания, на его присутствие и появление. Перерастет ли эти касания, эти ваши встречи какие-то случайные, физическое объятие в ближайшем будущем? Ну, прям интересно. Ну, давайте, начинаем. Первое у нас портрет мужчины. Фамилия, имя, отчество, адрес, давайте, телефон. Портрет мужчины, его страхи и желания в отношении вас. Портрет мужчины. Ух ты. Ой, девочки, а у вас, кстати, с этим мужчиной даже конфликты могут быть. Ха-ха. Да, вы могли как-то изначально, может быть, там, ну, знаете, друг друга у кого-то недопонять.
я не знаю, ну оппозиция, может быть, что-то не в то время, не в том месте встретились. Могли тут, правда, как прояснять отношения, какой-то конфликт такой сразу, как будто бы эти взаимоотношения с какого-то конфликта могли начинаться. Так, какой еще этот мужчина? Так, давайте так. Вообще он показан, у него белая ворона. Скорее всего, он отличается, вы его выделяете, он чем-то отличается из толпы, выделяется из толпы. Опять-таки, ведом какой-то своей идеей, мечтой. Такой, ну, не пустышка, давайте так. При всем при этом мужчина может быть очень легким, общительным, там, харизматичный такой в общении какой-то, знаете. Но это поверхностная легкость, может быть такая какая-то игривость даже, может быть, ну, тут не флирт, тут такого нет, как флирт, ну, может быть таким, знаете, рубаха парень такой весь свой, но на самом деле по этой карте тут мечта. Я могу, конечно, прочесть, что вы для него мечтой загадочной такой являетесь девушкой, но, скажем так, мне кажется, мужчина очень интересный, разноплановый. У него могут быть самые какие-то там вообще какие-то даже, если можно сказать так, хобби, увлечения, вы даже подумать об этом не можете. Ну, такое что-то разное, все интересное, разное какое-то. Так, при этом вы можете вот информацию о нем какими-то получать как порциями, да, то есть нет такого, что он прямо про себя все сразу расскажет, вывалит, он расскажет, что он посчитает нужным, он там, может, какие-то анекдоты вам расскажет, еще что-нибудь, но при этом очень много вскрывается вот как-то постепенно. Такой мужчина. Так, давайте посмотрим. Страхи, желания в отношении вас. Ну, он вас считает очень привлекательным. Вот это ваша карта, музы, яркой, харизматичной. Очень привлекательной, яркой, ухоженной, красивой. При этом, вполне возможно, он также информацию о вас набирает, получает. Так, давайте я уточню. Так, это мужчина этот, вот, и кто он вообще? Коллега по работе. Ух ты, у кого-то реально коллега по работе. Справедливость. Тут вы можете вообще пересекаться и какие-то рабочие моменты, и чуть ли не какие-то юридические бумаги. Ну, у кого-то это элементарно, да, может быть, ну, действительно, бумаги, обмен, там, не знаю, печати там какие-то. Ну, вот это очень похоже. Кстати, эти рабочие отношения, они могут абсолютно не выходить за грань, ну, за рамки, да, может даже не догадываться. Такая какая-то, вроде бы, держит, ну, правда, он же держит дистанцию, наверное, сам. Он может так создавать впечатление, будто бы он не слишком не заинтересован. Это действительно у вас была какая-то тут оппозиция, какие-то выяснения отношений. О чем это? У кого-то вы просто могли не обратить на него внимания, у вас могли быть проблемы в это время с домашними, у кого-то, может, с мужчиной, если у вас есть мужчина там или был, у вас, кстати, могли быть проблемы, и вы вообще в тот момент могли быть разочарованы в мужчинах и даже злы на весь мужской род. И тут оно могло совпасть как-то так вот. То есть и вы его, может, в связи с этим вообще не воспринимали. Может, даже начал сразу так увидели, и он вас, может, раздражал даже. Ну, что-то мне такое идет. У кого-то очень похоже рабочие взаимоотношения или что-то связано с бумагами, оформлением бумаг. Вот такое вот что-то. Ну, такое мне идет, девочки. Так. Ну, в любом случае, это какие-то вот деловые взаимоотношения, рабочие, вот так вот. Это не романтика, романтика изначально. Какие слова или темы он использует как предлог для общения? Ну, в прошлом, карта прошлого, тут гром среди ясного неба. Сейчас я уточню. Павлин, подозрение, уют, борьба. Я не поняла, о чем это вообще. Какие слова или темы он использует как предлог для общения? Ну, давайте так. У кого-то это нахождение точек соприкосновения, попытки найти точки соприкосновения, ну, под предлогом там общий какой-то враг. Ну, пример привожу, да, или какой-то, ну да, допустим, начальство какое-то, пример просто. Или кто-то так ведет себя некорректно, некрасиво, да, этот человек может это понимать,
и в отношении вас там, и в отношении него там, и вот такой как будто бы разговор на эту тему у кого-то могут не пройти. При этом на фоне тех людей, которые там вас могут раздражать, выбешивать, он будет стараться вести себя наоборот. Тут не буду говорить как услужливо, угодливо, но так как заботливо даже, я могу сказать, как-то так вот. В прошлом, странные карты, тут гром среди ясного неба, это о чем? В прошлом вы как будто не попали в его паутину, а скорее всего он попал в вашу. Иллюзия. Так, прошлое. В прошлом какие-то, кстати, шансы с ним могли быть. Вы даже, может быть, задумались на секунду об этом, но потом это как-то вы подумали, как иллюзия. Нет, наверное, показалось. Тут что-то такое. И как будто бы этот шанс, он был упущен, девочки. А мужчина уже не первый раз, как бы не то что на века, это кругами вокруг вас ходит. При этом может показывать, рассказывать. Не специально, вот так вот, как, не, он специально это делает, но как будто бы, знаете, между прочим, про свои какие-то там достижения, там, ну не знаю, о том, что он там полиглот, да, знает там 8 языков каких-то. И эти все языки любви. Ладно, ну что-то такое, может как перышки распускать, там, вот как-то так. При этом вы уже подозревали не раз, вот, может быть, в присутствии вас он какие-то темы такие, на такие темы какие-то заговаривал. Опять-таки, это могут быть темы, касаться карта уют, это, ну, у кого-то понятно, как он там обустраивает свой быт, может быть. Тут мне хотелось бы скорее прочитать, мужчина может будет пытаться даже вам в чем-то, может как-то помочь, совет какой-то дать, даже элементарно, если нужна какая-то рекомендация, поддержка, он может в моменте там, даже это вот в моменте, вот тут как гром среди ясного неба, хоп, и что-то там организовать, помочь. Вот так вот. Причем это не будет носить там характер, повторюсь, какой-то любовный. Это скорее как дружеский, ну как коллега. Но оно такое как-то так оно вроде как и просто друзья, но тут между строк вот женщина как подозрение. Подозреваю, что тут уже дело нечисто. Наверное, я ему интересна. А потом, может, гоните эти мысли и думаете, да нет, показалось. То есть предлог для общения это, ну, где-то может рассказать о себе, о своих там каких-то достоинствах, о том, в чем он силен. Вот тут как-то так. И это, кстати, может быть что-то нестандартное вообще. Опять-таки, может там общий быт, общие там какие-то, ну не знаю, там хозяйственные даже дела какие-то могут быть, бытовые проблемы, вот тут такое может быть. И борьба. Борьба, скорее всего, повторюсь, это как бы объединяет очень часто. Двух людей может объединить наличие одного общего, ну, врага, недоброжелателя, того, кого можно осудить за его там поступки, покритиковать, поприкалываться над ним, да, за его спиной. Ладно, ну вы поняли. Что-то такое. Так, истинное чувство к вам. Та самая нежность, которую он боится проявить открыто. Ой, это что-то такое волшебное, это что-то необычное, феечка. Он вас вообще не может понять, разгадать, вы для него волшебная девочка. И для него это какое-то чувство, какие-то эмоции, они для него, это не совсем как бы то, что он привык испытывать. Нежность, которую он боится проявить. Ух ты, какие карты. Еще почему-то он очень боится сплетен. Не хотел бы стать, ну, скажем так, и источником этих сплетен, и фигурантом, да. Тут карта на волоске. Уж не знаю, может быть, уже пару раз что-то было такое, как бы по краю ходил. Я не знаю даже. У кого-то, может быть, вы не свободны. Он нет, но он тут нет такого, что он не свободен. Я ничего не буду говорить. Нежность, ну вот он будет вас какой-то нереально неземной, не похожий на других. Эту карту буду считывать, в принципе, очень ценная женщина. Тут, скорее всего, еще женщина, которая за собой ухаживает. Он видит вас такой, знаете, женщиной, которой нужен подход в плане в каком. Как будто бы бедного студенту там Вася Иннокентий, студенты бедные, нищие, вам особо нет. Он видит вас не подойдут. Он видит вас женщиной, которой нужно вкладываться во взаимоотношения с ним. Может быть, какие-то подарки, даже мелочи, вот какие-то тут такое начинать, вот что-то тут дарить вам. Мне так идет. Ну, видит вас почему-то он тут
материальный потек стабильный он видит. То есть, скорее всего, видит вас женщина, которая не особо там нуждается, не будет в мужчинах, не будет цепляться за любые штаны. Вот тут такое, как будто бы вы сами по себе самодостаточная. Опять-таки, нежность, которую будет боится проявить, тут посланник высших сил, добро, он видит вас очень добро, и в отношении вас, вот, ему хотелось бы проявить вот эту вот заботу, добро, тут правда это есть. При этом очень боится окружения. Окружение, он говорит, 100%, только узнают о моих вот таких открытых проявлениях, если я в открытую буду так проявляться, то тут злые языки с шипами, как будто бы я и так уже на языке постоянно, допустим, у каких-то там коллег, не знаю, тут такое, как будто бы уже его обсуждают. Может, не в отношении вас, а он бы хотел бы избежать этого, чтобы вы не оказались так же, как бы, вы поняли, да? Под ударом. Так, следующее. Как твое сердце реагирует на эти касания? Чувствуешь ли ты его тепло? Скажем так, карта счастья и принц, он вам приятен, может быть, вместе классно вам, весело, как минимум, проводите, вот тут счастье. Карта принц, ух ты. А дальше идет ядовита обида и карта тень. И тут представление еще запряталась у нас карта. Скажем так, девочки, тут как будто бы реально вы могли его видеть очень достойным. И это карта счастья, испытывать это счастье. То есть, а потом у вас тут такое ощущение, как карта обида. Я не буду говорить на отношении него. Карта представления и тень. Скорее всего, вы уже не верите, не доверяете мужчинам. И его рассматриваете тоже как вот через лупу. И может быть, там пару раз вы там анализировали, я уже не знаю, лежа там в гамаке где-то у себя дома и думали, что-то мне он интересен, да, вот что-то меня цепляет, и классно, вот такие вот искренние эмоции, вы искренне, как так ваше сердечко к нему потянулось. Но потом, может быть, подумали, да и тот может быть не так, как будто бы специально ищете какие-то недостатки в нем. Подвох ищете, карта представления, может быть, считаете, что он тут что-то может скрывать от вас. Вот это как будто бы вот эти вот какие-то обиды из прошлого. Я не думаю, что в отношении него. Я думаю, что вообще в отношении там мужчин многих каких-то. Давайте так. Тут вы сознательно выстраиваете эти рамки границы на вытянутую ручку. И тут карта тень. Опять-таки, тут уже вы особо не отмечаете то хорошее, что в нем есть. Хотя вот ваше тело, наверное, на него классно реагирует. Первая карта счастья. Вы, наверное, искренне улыбаетесь, когда видите этого человека. Но внутри вы тут как тень. Вы рассматриваете все до малейших каких-то там деталей, его проявления, его какие-то там слова, поступки. Подмечаете. Вы очень не хотите обмануться. Тут вот так вот. Вы очень не хотите сожалеть. И, скорее всего, это вас отрезвляет и заставляет, даже где-то так, как это слово, организм отмораживаться от этого человека. Не готовы вы его подпускать, не готовы довериться, не готовы переводить отношения на что-то другое. Как-то что-то мне так идет. Опыт какой-то тут болезненный, и он перевешивает в данном случае. Хотя первые карты счастья вообще классно, как будто бы как минимум, как друзья, вот такая у вас реакция искренняя на него. А перерастет ли это общение, в физическое объятие в ближайшем будущем, в ближайшие полгода? Перерастет ли? Ух ты, тут карта друзей, смотрите, держатся за руки, смеются. Тут карта зеркала. Скорее всего, вы будете дальше там присматриваться к нему. Мало того, что будете присматриваться, находить какие-то черты в нем, которые, может быть, есть в вас, и которые для вас очень важны. Наличие этих черт в другом мужчине. То есть он для вас важен, этот человек будет. Это не пустое место. То есть нет такого, что вы его забудете и не будете вспоминать, и даже не понимаете, о ком идет речь. Этот человек вам интересен. Как минимум вы дорожите тут его хорошим отношением к вам, дружеским каким-то. Но тут дальше у нас, ух ты, перейдет ли это все физические объятия в ближайшем будущем? Нет, я не вижу, чтобы это перешло.
И отчасти как будто бы я вижу ваше состояние. Тут уже мы это, по-моему, вытаскивали эту карту. Это карта усталости. Женщина красивая, но замученная. Женщина, которая элементарно, может быть, череда каких-то событий в вашей жизни. И вам нужно восстановить энергию. В принципе, может быть, вам нужно даже у кого-то даже поменять место работы. Может, в связи с этим даже, может, ваши пути дороги разойдутся. У кого-то, опять-таки, перезагрузиться. Вам вообще не до этого, честно говоря. Не до построения этих легких взаимоотношений. Тут кабы выжить, кабы, может быть, набраться этих сил, восполнить энергию. Тут как карта ограничений. Я уж не понимаю, какое-то насилие, кольцо, зависть. Бог ты мой, о чем это? Ну, не перейдет. Я точно вижу, что не перейдет. Может быть, у кого-то даже, может быть, какие-то конфликты будут на работе. Может быть, с другими там коллегами. Но это не мужчина, это, скорее всего, тут, не знаю, какие-то, может быть, разборки полетов. А у кого-то так, и вы, может быть, знаете, будете ждать, считывать, как он то ли поддержит, займет, да, вашу сторону, то ли хотя бы словесно как-то выступит вам, то ли в вашу защиту, то ли хотя бы как-то проявит себя. А я вижу, может быть, мужчина, то ли он не готов будет вообще никак озвучить, то ли вы, в принципе, с ним можете не пересекаться в это время. И вы не почувствуете с его стороны вот той самой какой-то поддержки, и автоматом как будто бы может так оно как-то рассеется, и у вас вообще желания не будет дальше там и пытаться что-то там, педалировать эти отношения, или пытаться там как-то проявиться, точно вам не будет хотеться. Ну, мне так идет. А у кого-то тут у вас, в вашей семье, с вашим мужчиной тут могут начаться какие-то проблемы. Карта кольцо все-таки это сюда. И вам опять-таки будет точно не до него. Вам бы хотя бы разобраться с вашими текущими тут проблемами. То есть в ближайшие полгода я не вижу. К сожалению, наверное. Физические объятия с этим мужчиной нет. Может быть, дружеские, вот так пересекаться, вы будете там улыбаться друг другу, но ваше внутреннее какое-то такое состояние, как тревога какая-то, или состояние тут как ограничения, которые в вашей жизни в ближайшее время будут, у кого-то проблемы, да, вот тут, может быть, ссоры с мужчиной, с вашим, повторюсь еще раз. Плюс еще в вашу сторону какая-то зависть, может быть, опять-таки, какое-то окружение такое токсичненькое. Может, в связи с этим даже мужчина не захочет никак проявляться, не то, что там не подставлять себя, а просто не захочет, знаете, как себя выставлять на посмешище, да, правильно сказала, но вы поняли. Какое-то такое, тут какие-то, может быть, едкие замечания, тут даже элементарно его улыбка какая-то, дружеская, но она может быть протрактована как-то, с пошлостью, а он не хотел бы до этого опускаться. Вот мне так идет, девочки. По крайней мере, этот мужчина действительно испытывает к вам очень нежные, трепетные какие-то чувства, эмоции, желание к вам прикоснуться. Это здорово. Может быть, пока не время, может быть, пока еще это не созрело. Посмотрим, что там будет дальше, да? Спасибо за то, что вы были со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.